Сегодня мы не расскажем вам о том, что есть в нашем театре. Вы не получите представления ни об одном цехе и ни об одном спектакле. Но вы узнаете, что наполняет каждого человека, называющего себя чутовцем. Спектакль, который вы увидите не о политике и не об экономике. Он о человеческой душе. Что за чушь? Какая связь между куриным бульоном и спектаклем? Когда в детстве ты болел, бабушка кормила тебя куриным бульоном. А разве спектакль для больных людей? Человеческий дух болен. Люди живут в спокойности, страхе и безнадежде. А спектакль поможет встать им с колен. Куриный бульон для души? Сегодня всем рассказчики. Любопытно, что название «куриный бульон для души» понятно во всем мире, ведь куриный бульон это больше, чем еда. Мама кормит ребенка бульоном, когда он болен. Врачи рекомендуют его для тела и ума. И дело здесь не в самом бульоне, а в понимании того, что кто-то заботится о вас. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории исцелят душевные раны, укрепят дух и дадут вашим мечтам новые крылья. Откроют секрет самого большого счастья. Счастье делиться и любить. Это рецепт для усложнения жизни, для максимальной самореализации, для того, чтобы делиться своими открытиями с теми, кто не оставит вас равнодушным, даже если вы пока не знакомы. Не спешите. Впитывайте слова не только умом, но и сердцем. Смакуйте каждый рассказ, он должен вас затронуть. Спросите себя, что он разбудил во мне, что он предлагает в моей жизни, какое чувство или действие он вызывает в моей душе. Впитывайте слова не только умом, но и сердцем. Большое спасибо за поездку, вы замечательно водите машину. Наверное, насмехаешься надо мной, умник? Нет, что вы, я просто искренне восхищаюсь тем, как вам удается сохранить хладнокровие при таком большом потоке транспорта. Ага. И что все это значит? Я хочу вернуть любовь на улицу Петербурга. По-моему, это единственное, что может спасти город. И как же один человек сможет спасти свой Питер, а я не один? Я уверен, что поднял тому таксисту настроение на весь день. Предположим, что за все это время он подвезет, не знаю, 20 пассажиров. Он будет добр к ним, потому что кто-то был добр к нему. А эти пассажиры, в свою очередь, будут добрее к своим рабочим служащим, центрами в ресторанах, владельцами магазинов или даже своими родными. В итоге, по меньшей мере, 1000 людей выиграют от одного единственного проявления доброжелательности. Ну, то есть, смотри, тебе надо полагаться на того таксиста, чтобы твоя добрая воля смогла передаться другим людям. Ну, отнюдь. Я знаю, что момент не всегда действует, но если я за день буду общаться, скажем, с 10 разными людьми, смогу сделать счастливыми хотя бы 3 из 10, то в конечном счете повлияю на настроение еще 3000. Не, ну, на словах все выглядит гладко, но это вряд ли сработает на практике. Даже если и так, ничего еще не потеряно. Много ли времени нужно, чтобы похвалить человека за его труд весь? Все равно количество чаевых от этого не увеличится и не уменьшится. Если он останется глух к моим словам, то и что с того? Завтра на моем месте будет другой таксист, и я снова попробую свои силы. А ты, смотрю, крепко ешь. Это говорит лишь о том, каким ты стал циником. Я уже провел соответствующее исследование. Как ты думаешь, чего больше всего не хватает нашим почтовым служащим? Ну, кроме денег, конечно. Понимаешь, никто никогда не приходя на почту, не говорит людям, которые там работают, о том, как хорошо не справляются с своими обязанностями. Да потому что справляется с ними из рук вон плохо. А если не справляешься с ними плохо, то только потому, что их усилия остаются незамеченными. Почему бы кому-нибудь не удостоить хотя бы одним добрым словом? Ну, у тебя все равно не получится ничего без помощников, а ты всего лишь один. Но и самое главное, это не отчаиваться. Разумеется, сделать людей в большом городе добрыми – это задача не из легких, но если не удастся лишь в компанию других… Ладно, пока мы идем, я хочу кое-что рассказать. И что же? Несколько историй. И о чем же они? Они о людях, о каких ты сейчас знаешь. Почему вы продаете своих щенков? От 500 до 1000 рублей. Но у меня только 100 рублей. Могу я хотя бы на них взглянуть? Ой, а что не так с этой собачкой? Ветеринар сказал, у него дефект сустава бедра. Он всегда будет хромать, всегда будет медленно передвигаться. Именно этого щенка я и хочу купить. Если ты хочешь купить именно этого щенка, так возьми его даром. Я не хочу, чтобы вы отдавали мне его даром. Этот щенок стоит столько же, сколько и все остальные. Тебе не стоит покупать этого щенка. Он никогда не сможет бегать, прыгать и играть с тобой. Это бракованный щенок. Что ж,
Тогда у нас с ним много общего. Скажи, а ты веришь в магических существ? Что? Ну, я имею в виду древние сказания, мифы, сказки. Не знаю, ты веришь в русалок? Гномов, не знаю, в колдунов. Смотри. А, простите, что спрашиваю. Ну что вы здесь делаете? Я бросаю морских звезд обратно в океан. Ага. А зачем? Во время отлива они оказались на берегу. Если вовремя не вернуть их в воду, то они погибнут. А, Вот, слушайте, а ведь на пляже еще сотни таких звезд, и еще сотни пляжей вверх и вниз по побережью. Вы в одиночку все равно ничего не измените. Но для этого изменю. так о чем ты? Тогда, ну, ты веришь в русалок? Сегодня мы будем с вами играть в одну игру под названием «Великаны, колдуны и гномы». Вам нужно разделиться на две команды и решить, кто из вас великан, колдун или гном. Поехали! А русалка куда? Русалок? Да, видишь, я русалка. Русалок не бывает. Еще как бывает, я же есть. Она не относила себя ни к великанам, ни к колдунам, ни к гномам. Она уже выбрала свою категорию. И не собиралась стоять в сторонке, пока другие играли. Она была твердо намерена участвовать, не поступившись со своим достоинством личностью. Но осталось лишь определить место русалок. То, что найдется. И я знаю, где оно. Не вызывало мне никаких сомнений. Но где же оно? Место русалок. Для тех, кто не похож на других, кто не вписывается в общественные нормы, порядки и рамки. Ответ на этот простой вопрос – залог успешной организации школы, нации и даже целого мира. Что я ответил? Что ж, иногда дается дать неправильный ответ. Место русалки здесь, рядом с морским царем. Так мы стояли, взявшись за руки, проверяя выстроившись перед нами отряды великанов, колдунов, гномов. Это неправда, что русалок не бывает. Во всяком случае, одна ясная личность. Ведь я держал ее за руку. Домой! Я люблю тебя, моя маленькая девочка. Я люблю тебя, моя маленькая девочка. Но я уже не маленькая. Но для меня ты всегда будешь ею. But you won't use every chances find her. You like a shiver at times. Personal rumors so bright, my friend, but it's not the end. Destiny's behind the bend.
моя маленькая девочка. He looks and fortune faces love. Да, уже еду. Я слышу, как внутри тебя бьется сердце. Сердце, в котором всегда жили музыка и слова. Оно бьется, ничуть не заботясь о том, что все остальное тело пострадало. Сердце выживает слова, которые губами уже невозможно говорить. Я люблю тебя, моя маленькая девочка. Маленькая девочка. Маленькая девочка. Какая трогательная история. Она что, действительно тронула тебя? Ты знаешь, нужно быть достаточно мужественным, чтобы открыть свою душу, ведь иначе толкать на совершение подвиг. То есть ты считаешь меня мужественным? Ну, да, так я и считаю. Возможно, это от того, что у меня были учителя, которые меня вдохновляли. Я расскажу тебе об одном из них. Однажды я работал в госпитале и познакомился с маленькой девочкой, которая страдала от редкого и опасного заболевания. И единственным шансом спасти для нее было переливание крови ее 5-летней сестры, которая каким-то чудом смогла спастись от той же болезни. Ее организм смог выработать антитела для борьбы с ней. Так хочешь рассказать о сестре? Да. Если это спасет Лизу. Я прямо сейчас буду умирать. Она была еще маленькая и не понимала. Она думала, что ей придется отдать всю свою кровь сестре. Да, я научился мужеству. Но это от того, что у меня были учителя, которые меня вдохновляли. Я лучший переигрок бадминтон! А что это? Это я в детстве. Я лучший переигрок на все времена! Я величайший переигрок бадминтон из всех живущих! Какая подача! Целься в Луну. Даже если не попадешь, окажешься среди звезд. I'm slowly drifting to you.
решили забыть. Но кто мы на самом деле? Мы центр, который наблюдает и руководит действием, который выбирает, в каком направлении двигаться. Я есть сознание! Мощная, любящая, совершенная рефлексия космоса! Однако, пытаясь совладать с первыми трудностями, мы выбираем пассивную позицию и ведем себя как загипнотизированные. Желая избежать наказания или утраты любви, мы решаемся отрицать нашу способность отвечать за себя. Представляем, будто события уже произошли, или же что нами управляем, нас используют. Мы принижаем самих себя и свыкаемся с этой позицией мазохиста. С этой слабостью, с этой нерешительностью, но в действительности мы свободный центр космической энергии. Наша воля и есть наша сила. Не притворяйтесь, что у вас ее нет. Или ее действительно не станет. Мамочка, я это счастье. Что, милая? Я это счастье. Нет, милая, надо говорить я счастлива. Я счастье. Я счастлива. Нет, я это счастье. Ну хорошо, Анжела, ты это счастье. Да, мамочка, я это счастье. Как бы вы прожили свою жизнь, если бы знали, что уже счастливы? Но ваша изначальная природа уже есть счастье. Представьте себе в деталях, как бы вы встречали каждый день, если бы знали, что уже есть то, что вы ищете. Какая бы это была свобода, если бы вам не нужен был мир, чтобы сделать вас счастливыми. Как часто вы позволяли себе расслабляться и наслаждаться каждым моментом, если бы знали, что ваша радость всегда с вами. Пиши. Писать что? Все, что угодно. Я смотрела на пустой лист. Светящийся белый океан, в котором таилась возможность рассказать свою историю. Но я не могла. Я испугалась и замерла. Были вещи, которые я хотела рассказать, но моя рука не двигалась. А слова застряли, как вода под толщей льда. Расстояние между моим умом и страницей исчислялось твоими годами. Я какую-то чувствую стену. У каждой стены есть дверь. Чтобы начать, не нужно быть великим. Но чтобы стать великим, необходимо начать. Я смотрела в пустой лист так глубоко, что увидела саму себя. И вдруг я почувствовала нечто, чего не ощущала раньше. Цель. Я поняла, что я — это чистый лист, что все мы чистые листы бумаги. Этот лист помог мне из малолетней преступницы стать признанной писательницей, создательницей фильмов, профессором. Чтобы начать, не нужно быть великим. Чтобы стать великим, необходимо начать. Мама, почему розы красного цвета? Почему трава зеленая, а небо синее? Почему паук плетет паутину, а не строит домик? Папа, почему я не могу поиграть с твоими инструментами из ящика? Учитель, почему я должна читать мое сочинение? Мама, почему я не могу накрасить губы помадой, когда иду на танцы? Папа, почему я не могу вернуться домой в 12 ночи? Родители других ребят им это разрешают. Мама, почему ты меня ненавидишь? Папа, почему я не нравлюсь мальчикам? Почему я такая худая? Почему мне нужно носить очки и скобки на зубах? Господи, почему мне 16 лет? Почему я должна вырасти? Папа,
Почему я должна закончить школу? Мама, папа, почему я должна уехать из дома? Мама, почему ты не пишешь мне? Папа, почему я так скучаю по старым друзьям? Почему ты меня так балуешь? Твоя маленькая девочка уже выросла. Мама, почему ты ко мне не приезжаешь? Почему я так скучаю по дому? Мама, почему мои колени слабеют и подгибаются, когда я слышу его голос? Папа, почему мое сердце начинает громко биться, когда он смотрит мне в глаза? Почему на свете нет ничего лучше настоящей любви? Мама, почему пальчики моего сына так крепко держат мою руку? Пап, почему они вырастают? Почему покидают родной дом? Почему тебе не нравится, что тебя называют стариком? Почему меня называют бабушкой? Мама, папа, почему вы меня покинули? Вы мне так нужны. Почему прошла молодость? Почему на моем лице остался неизгладимый след тех улыбок, которые я дарила друзьям и незнакомцам? Почему в моих волосах появилась седина? Почему мои колени слабеют и подгибаются, когда я наклоняюсь, чтобы сорвать цветок? Почему, Господи? Розы красный цвет. Надеюсь, теперь ты понял, что жизнь состоит не только из ответов, но и из вопросов, которые стоят. Ты уже начал задумываться о смысле жизни и других философских вопросах, и, наверное, понял, что на некоторые из них ответов вообще нет. Не так давно я начала играть на скрипке. Большинство людей сказали бы, я начала учиться играть на скрипке. Однако эти слова несут странную идею. Как будто существует два различных процесса. Учиться играть на скрипке и играть на скрипке. Подразумевается, что я буду занята одним процессом, пока его не завершу. Затем я остановлюсь и начну другой процесс. Короче говоря, я буду учиться играть, пока не научусь играть. И только тогда начну играть. На самом деле, существует один процесс, а не два. Мы учимся что-то делать, делая это. Другого способа не существует. Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем рисовать картину. Но перед этим мы проверим присутствующих и отсутствующих. Отлично. Тину, отлично, я очень люблю рисовать. Леонова, здесь. Самые разные вещи. Логинова, Слонов, здесь. крокодилов, мышей, Макеева, здесь. летучих мышей. И Забудь. стрельников здесь. Сегодня мы будем рисовать цветок. Цветок? Отлично. Я очень люблю рисовать цветы. Большие, маленькие, гладиолусы, ирисы, тюльпаны. И это все здорово. Но посмотри. Запомнили? Теперь можете приступать. Отлично. А сейчас мы будем лепить из пластилина. Отлично. Я очень люблю пластилин.
Я даже умею лепить из него самые разные вещи. Корабли. Это все здорово, но сегодня мы будем лепить чашку. Чашку? Чашку. Отлично. Я очень люблю рисовать, лепить чашки самых разных форм и размеров. Большие, маленькие. Это все здорово. Смотри. Запомнили? Да. Теперь можете приступать. Очень скоро мальчуган научился ждать и наблюдать, и делать вещи так, как их делала учительница. И очень скоро он перестал делать свои собственные вещи. А потом случилось так, что мальчуган и его семья переехали в другой дом в другом городе. И мальчугану пришлось пойти совсем в другую школу. Здравствуйте, дети. Сегодня мы будем рисовать картину. Отлично. Можете приступать. Герман, ты не хочешь рисовать? Хочу. Но что мы будем рисовать? Я не узнаю, пока ты не нарисуешь. Но как мне ее нарисовать? Как угодно. Любым цветом? Конечно, любым. Если все будут рисовать одну и ту же картину, одними и теми же цветами. Как же я узнаю, кто ее нарисовал и что это было? Даже не знаю. Вот именно. Не ожидай ничего оригинального, Дэха. Я не могу написать портрет. Я не могу пробежать кросс. Я не могу красиво улыбаться. Я не могу выучить стихотворение. Я не могу дотянуться до верхней ветки дома в школьном саду. Я не могу понравиться ей. Я не могу убедить мать Марины ходить на родительские собрания. Я не могу объяснить Паше, что следует отношения с друзьями выяснять словами, а не кулаками. Закончите последнее предложение и не начинайте. Сложите ваши листы четверо и отдайте мне. Мальчики и девочки, возьмитесь, пожалуйста, за руки и склоните ваши головы. Друзья, мы собрались сегодня все вместе, чтобы отдать дань памяти нашему «не могу». Все то время, что он находился среди нас, он затронул жизнь каждого из нас. К несчастью, его имя звучало в каждом общественном здании, в школе, администрации и да, даже в Кремле. Мы нашли для «я не могу» место его последнего успокоения и могильный камень свой эпитафии. Его пережили его собратья. Я могу, я буду, и я сделаю это сейчас. Они не так знамениты, как их небезызвестные родственники. И, конечно, пока не так сильны и могущественны. Возможно, когда-нибудь с вашей помощью они добьются куда больших успехов в этом мире. Так пусть же я не могу упокоиться с миром. И пусть каждый из здесь присутствующих продолжит свой жизненный путь и движение вперед без него. Аминь. Когда я была молодой, и мое воображение не знало границ, я мечтала изменить мир. Со старше и мудрее я обнаружила, что мир не меняется. Тогда я сузила кругозор и решила изменить страну. Но это, похоже, было невозможно. Вступив в свои сумеречные годы, в последней отчаянной попытке я намеревалась изменить свою семью, самых близких мне людей. Но, увы, они этого не желали. И теперь, находясь на смертном одре, я вдруг поняла, если бы я сперва изменила саму себя, то потом я могла бы изменить и свою семью. Вдохновленная и ободренная, я могла бы сделать лучше свою страну. И кто знает, может быть, я бы даже изменила мир. Вероника, за твое сочинение на 7 листов бумаги, где ты описываешь, как станешь владелицей ранчо, начертила карту ранчо в 200 акров,
а познать их расположение домов и загонов. Так вот, за это сочинение я поставила тебе неуд. Для такой девушки, как ты, такая мечта нереалистична. У тебя нет денег, твоя семья не живет на одном месте, а чтобы иметь ранчо, нужно много денег. Тебе придется купить землю, заплатить за племенной табун и за жеребцов. Тебе ни за что этого не добиться. Но если ты исправишь свое сочинение и поставишь перед собой более реалистичные цели, я изменю оценку. Пусть лучше у меня будет неудовлетворительная оценка, но мечту свою я не предам. Самое интересное, что эта самая учительница 2 года назад отдыхала с детьми в лагере на территории моего ранчо площадью в 200 акров. Прощаясь, она сказала мне: знаешь, Вероника, когда я была твоей учительницей, я крала мечты у детей. Но ты оказалась стойкой и не позволила мне испортить твою жизнь. не позволяйте никому украсть свою мечту. Что бы ни было, следуйте зову своего сердца. Что заставляет муху бешено биться о стекло, когда рядом есть открытая дверь на улицу? 10 секунд полета, и это маленькое существо оказалось бы во внешнем мире, куда так стремится. Затратив лишь часть усилий, израсходованных впустую, она могла бы освободиться из своей добровольной ловушки. Почему же муха цепилась за идею, будто только этот маршрут и решительные усилия вероятный путь к успеху? Есть ли логика в том, чтобы стоять на своем до конца, если усилия безрезультатны? Очевидно, муха считает такой подход единственно правильным. Но, к несчастью, он приводит к смерти. Стой. Там девушка с тобой, она мне очень нравится, тут не обращайся. У меня сегодня день рождения, я не мог поздравить. Да. Сходи в торговый центр, купи открытку, напиши поздравления. Вариант. А что если я ей не нравлюсь? Что если она откажет? Ты можешь подойти к ней и вручить открытку. Если она останется безразличной, просто не доставай ее, так ты изберешь неловкую ситуацию. Привет. Привет. Вручи уже открытку. Да, точно. Открытка. Я, кажется, потерял. Потерял? Спасибо. Я чувствую себя отвергнутым. Не получить ответа хуже, чем получить детский отказ. Но ведь ты должен был попытаться и без всяких гарантий. Ты отдал свой подарок не за тем, чтобы получить что-то взамен. Смысл этого опыта состоял не в том, чтобы установить отношения с девушкой. Ты должен был наладить отношения с самим собой. Знаешь, у меня получилось. Порой нам кажется, что мы страдаем, если не отдаем любовь. Но не это нас ранит. Наша боль дает себе знать, если мы не получаем любовь. Мы рождены, чтобы любить. Можно сказать, что мы машины любви, созданные божественным образом. Нам внушают, будто наше благосостояние зависит от того, любят ли нас другие. Однако на деле все наоборот. Наше благосостояние зависит от того, отдаем ли мы любовь. Что-то происходит не то, что... Что-то идет не то, что... Что-то идет не то, что мы получаем, а то, что исходит от нас. Говорю о неудачах. Ты же наверняка падал много раз, может быть, и не помнишь.
Ты точно упал в самый первый раз, когда я пытался сделать первый шаг. Ты чуть не утонул, когда первый раз попытался плавать. А разве ты попал в планчику, когда первый раз замахнулся ракетой? Не переживай за поражение. Лучше думай о пущенных шансах, даже если попробуешь. Ну, кажется, не пришли. Смотри, вот и знакомое серое здание, и уже видна голубая вывеска. У меня есть для тебя небольшой подарок. Это объятие. Объятие полезно для здоровья. Оно вылечивает депрессию, снижает стресс и улучшает сон. Оно омолаживает, укрепляет силы и не имеет никаких нежелательных побочных эффектов. Объятие – поистине чудодейственное средство от всех болезней. Объятие совершенно естественно для человека. Оно органично, обладает природной сладостью, не содержит искусственных компонентов, не загрязняет воздух и не портит окружающую среду. И оказывает стопроцентное благотворное воздействие. Объятие – это идеальный подарок. Оно отлично подходит для любого случая. Его приятно как давать, так и получать. Оно не требует дополнительной обертки и, разумеется, полностью себя окупает. Объятие практически лишено недостатка. Не портит фигуру, защищено от грабителей, не облагается налогом. Объятие – недостаточно использованный ресурс, обладающий волшебной силой. Когда мы раскрываем наши сердца и руки, мы поощряем других следовать нашему примеру. Мир, который вы видите, окрашен так, как вы его видите. Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир. Вот несколько замечательных советов, которыми мы хотим с вами поделиться. Первое. Следуй хотя бы за одной своей страстью. Найдите время, чтобы заняться тем, что вам нравится. Человеку стоит вспомнить, чему ему нравилось заниматься в 10 лет, и попробовать начать делать это сейчас. Второе. Делайте что-то значимое и представляющее для вас цель. Делать добрые дела для других невероятно полезно для вас самих. Третье. Записывайте позитивные переживания. Некоторые записывают вещи, происходящие с ними каждый день. Даже что-то вроде «Утром в Макдональдсе не было очереди». Другие заставляют себя писать по 3 хороших вещи, которые произошли с ними за день. Научно доказано, что люди, ведущие записи хороших вещей, в своей жизни более здоровы, продуктивны и лучше ладят с другими. Четвертое. Улыбайтесь всем. Неважно, какой у вас день. Улыбайтесь. Счастье приходит изнутри. Лучше миллион улыбок в сердце, чем миллион в кармане. Пятое. Продолжайте учиться. Вы когда-нибудь замечали, какими энергичными выглядите, когда делаете что-то новое? Шестое. Подумайте о своем наследии, о том, что вы оставите миру. И, наконец, Вклад. найдите время для самих себя. И вы подарили себе ваше время тем, что посмотрели этот спектакль. Вы подзарядили свои батарейки, подробно посмотрели все свои проблемы и поняли, за что может быть благодарна жизни. Учитесь действовать с любовью, верить в себя и свои мечты, всегда следовать сердцу, доверять интуиции, преодолевать препятствия. И никогда не предавать мечту!